Итак, друзья мои, всем доброй ночи. Я решила а, снять ритуалы в прямых эфирах, потому что очень долго загружается к концу месяца, не знаю почему. Хотя продлила интернет, вроде все нормально, но вот так вот тормозит немного, а мне снять нужно очень много, и я не успеваю. Ну, как бы там ни было, сказать, там на втором канале у меня не будет, но я знаю, что девочки берут, сразу же загружают на свои каналы, так что загрузят на дочерние каналы в любом случае. Итак, дорогие друзья, я вам много рассказывала про Фемиду. У нас даже есть прямой эфир, называется «Фемида. Юстиция. Карма». И я там рассказываю про то, кто она есть, что за сила вселенская, откуда она взялась, откуда ее функции и прочее. Фемида – одна из верховных божеств, верховных богинь, одна из жен Зевса. Да-да-да. Одна из главных жен Зевса, помимо Геры, это Фемида. У Зевса вообще три верховные жены, главные жены. Это Гера, покровительница брака и семьи. Римляне ее называют Юнона. Юнона вначале носила это имя Фортуна, но потом переименовали, то есть поменялись местами. И Юнона, то есть счастливая матерь, стала носить это название, то есть это имя Гера, Юнона. Вторая Деметрия, мать-земля, богиня земли и природы. И третья богиня справедливости Фемида, Фемида Юстиция. Все три являются сестрами Зевса, потому что неоткуда было еще брать кого-либо. Они есть титаниды. Когда титаны свергли, извиняюсь, когда боги свергли титанов, то есть младшие титаны свергли старших титанов и стали на их место именоваться богами. Откройте мой ролик, посмотрите Титаномахия. Титаномахия очень сильно напоминает борьбу, библейскую борьбу бога и сатаны, напоминает борьбу богов и фаворов в кельтской мифологии, напоминает борьбу, значит, племен, кочевых племен и оседлых народов. И вообще титаномахия, то есть борьба одной силы и другой, присутствует во всех мифологиях мира. Одна сила свергает другую силу и становится на его место. Так вот, титаны были извержены, и на их место заняли боги. Так вот, Фемида, Деметрия и Гера есть сестры Зевса, но в то же самое время жены Зевса. И каждый из них взяла каждый из них на себя, называется Титаномахия, ведьмина изба. Добрый день. То есть, ой, какой день? Доброй ночи. Титаномахия, ведьмина изба. Набирайте и находите. Сейчас речь не об этом. Можете еще набрать, значит, Фемида. Добрый, Роман. Фемида, Юстиция, Карма. И тоже посмотреть о богине Фемиде. Дорогие друзья, дело в том, что это очень сильная, очень грозная богиня. И к ней просто так обращаться нельзя. Имейте в виду. И будьте осторожны. Держать ее статую простым людям я не рекомендую, потому что она забирает огромную силу. Вы даже представить не можете, насколько сильное обращение к Фемиде. Даже к Фортуне могут быть не так сильны иногда, как обращение к Фемиде. Это мировая справедливость. Кстати, та же самая карма, она и есть. Карающая матерь. Когда я говорила про то, что это карающая матерь, потом спохватили, магуйки тоже начали говорить. Изначально всем объясняли
Здравствуй, Рана. Как всем объясняли, что карма это вот когда ты там что-то не то сделала, в следующей жизни рождаешься, там несешь ответственность. А я сказала, нет, карма не это означает. Карма означает карающая матерь, Фемида, то есть мировая справедливость. Понимаете? Она же, значит, юстиция, она же карма. Римляне называют ее юстицией, справедливостью. Но я думаю, что слово юстиция вам знакомо все-таки. Почему у нее завязаны глаза? Когда она садится на престол судей, когда она начинает судить людей, то на чашу весов, на одну чашу весов, значит, ложится страдание человека, на вторую чашу весов его преступление. И если страдания человека перевесили, значит, человек, даже какие бы ни совершал преступления, его страдания уже откупили его преступление, понимаете? Вот справедливость в том и состоит, чтобы наказание было равным сотворенной, скажем так, сотворенному преступлению. То есть, если человек с голоду там украл пирожок, чтобы его не считали преступником и не клеймили его. Но если он убил человека, чтобы его не считали невинным человеком, чтобы не считали, что он совершил что-то такое незначительное. То есть соответствие его преступлению и наказания одинаково должно быть. Я дарила вам и практикам очень много ритуалов, связанных с Фемидой. Например, рука справедливости, значит, обращение к Фемиде. Очень сильные работы, очень, настолько вытаскивают человека из очень страшной ситуации, что вы даже представить не можете. Поэтому я стараюсь вам как можно более такой мягкой форме дать обращение к Фемиде, потому что вы представить не можете, насколько это сильное божество. Это очень сильное божество, и просто так к ней не обращайтесь. Если вы виноваты, не думайте, что вы обманете мировую справедливость. Она с завязанными глазами для того, чтобы судить справедливо. Потому что если один из вас красивый, другой некрасивый, да-да-да, и зрячие глаза будут видеть красоту человека и подкупаться под красотой человека, да, незрячему все равно, красив ты или нет, он судит по твоим поступкам. То есть у нее завязаны глаза, чтобы она не видела ни твою красоту, ни твои деньги, ни что-то иное, а судила справедливо. И это карающая матерь. Это Фемида Юстиция. Она справедливость вселенская. Ее сопровождает Мойры, что означает силы судьбы или силы... Ирина, это Рана ее зовут. Так не пиши, это некрасивое обращение. Так вот, силы судьбы или силы, значит, мести. Хочу вам сказать, что в истории армянского народа была такая организация Немезида, Немесис. Немезида есть старшая дочь Фемиды, месть, та, которая приходит исполнять ее волю. И вот когда в 15 году 2 миллиона армян было убито, то образовалась некая организация из знаменитых людей. Туда входили и поэты, и аристократы, и писатели, и очень такие достойные сыны моего народа. И в течение нескольких лет нашли всех организаторов геноцида армян, и каждый из них получил пулю в лоб в разных странах мира. И организация называлась Немезида, Немесис. То есть организация мести. Так вот, Немезида, если кто-то не знает, Немезида – это
богиня мести, старшая дочь Фемиды. Вот Немезида отправляется к тем людям, которые должны получить по заслугам. И они получают по заслугам, и никуда они не уходят. Мы смотрим на людей, которые живут бесчестно, и говорим, ну и где же расплата? Ну вот нету никакой расплаты. А вы посмотрите, что случается после их смерти. Я знаю людей, которые, ну, один из них был очень таким человеком у нас в селе, не буду называть. И очень многим людям делал зло. Очень многим. Особенно тем, кто был беззащитен. Там были вдовы, там были сироты. То есть, ну, на слабых он самоутверждался очень хорошо, потому что у него была власть. Он умер внезапно. Его дом стоит. Абсолютно пустой дом. Никто там не живет. Дорогие друзья, у него все первые и дети, и первенницы его, и первые внуки умирали все. Кроме всего прочего, все развалилось. И у него сейчас несколько, то есть из его детей тоже уже некоторые ушли. И ничего хорошего в его семье. Хотя дом был очень богатый, разграбленный всего села, у людей всеми там, знаете, нечестными способами, вот кляузы, там, доносами и прочее, прочее. И все говорили, ну и где же справедливость? Ну и что, вот живет себе и живет, и ничего с ним не случается. А вот посмотрите, те, которых он обобрал, те, которые там даже одного человека посадили ни за что по его какому-то доносу, да, те, кому он это сделал, у них все нормально, у них большая семья, династия, дети, внуки. А его все, что он создал, все разрушено, у него практически ничего не осталось. Вот, понимаете, даже после его смерти все равно его род заплатил за это. У нас жил такой человек, который на всех доносил. И по его доносам в советское время много кого посадили. Еще в сталинское время, а потом время, правда, оттепели, но все равно было строго все. Вот он на всех доносил. Дорогие друзья, очень страшная судьба настигла его внуков. Вот один в детстве кипяток излил на себя, любимый внук, очень любили, прям в задницу целовали. Это мальчик такой, весь окружили. Он, значит, этот ребенок погиб 4 года. Очень-очень тяжело переживали. Потом в аварии погибла внучка беременная. И много чего еще. То есть я хочу вам сказать, что никто никогда не уходил от карающей руки Фемиды Юстиции. Никто. Но в то же самое время никто ни за что пострадавший не был не отомщен. И такого не было. Если не сегодня, так через поколение, через там некоторое время, все равно они получали. Вы думаете, люди, которые приходят ко мне, у них там, скажем, родовые проклятия, откуда у них эти проклятия? Предки. Предки. Кто-то служил во флоте, кто-то в гражданской войне участвовал, убивал своих братьев, понимаете? Кто-то был разбойник, кто-то был чекист. Приходят дети абсолютно несчастные, абсолютно несчастливые. Они отвечают за своих предков. По крови идет это все. Не может такого быть, чтобы вы не отвечали за своих предков. Как хорошо, так и плохо. Вот мои предки помогали сиротам, растили их. Моего деда 3 раза возили убить, расстрелять. За что? За то, что он был кулак, раскулачили, все забрали. За то, что он собирал сирот, значит, их растил и выдавал замуж и женил. Хотели его застрелить. Представляете, осечку дал Маузер, там назывался тогда вот это вот маленькие эти пистолеты или там револьверы. Его отпустили. Но от таких переживаний он рано умер. От таких переживаний. Постоянно возили его туда-сюда. Но то, что мои предки вот так вот себя вели, да, мои предки вот так жили, да, человечно жили. Все это вернулось мне в трудные минуты, мне идет помощь из ниоткуда. В трудные минуты у меня какое-то спасение есть в любом случае, понимаете? Мне это дано,
Я вот через меня узнали о моих предках, скажем, Большой Наган, да, может быть, я не знаю, Роман, не разбираюсь, но я знаю, говорили, что Маузер, Наган, да, точно. Э, То есть, что хорошее и что плохое, она записывает в книге судьбы и выдает или нам, или нашим детям и внукам. Еще раз напомню вам армянскую поговорку: твое добро выйдет навстречу твоим детям. Это помните, она никуда не девается. Пусть люди будут твари, люди не оценят, люди плюнут в душу за все хорошее, но силы вернут твоим детям. Вот трудную минуту твоим детям это вернется через них. Теперь, что я хочу вам подарить? Я хочу вам подарить очень сильную работу. Я долго думала. Сегодня села, переписала еще раз отдельно, потому что мне там разбросано по всяким книгам. Я все-таки хочу вам подарить и тем людям, у которых или трудно идет все, да, или как бы, ну, не идет как надо, понимаете, не продвигается, как хотелось бы. Проведите 3 ночи кряду обращение к Фемиде юстиции и будьте очень осторожны. Я вам сейчас объясню, почему. Если у вас муж, который вас мучает, после этого ритуала он может попасть в больницу, после этого ритуала может просто исчезнуть. Это реально. Если вас шантажируют, пугают или мешают жить, после этого ритуала у них может быть очень страшные последствия. Знайте это просто. Поэтому я вам говорю, очень осторожно обращайтесь к Фемиде. Здесь есть статуя, моя статуя, но вам эта статуя не нужна. Вам не нужно держать ее статую дома. Она богиня темной сферы. И к ней обращались через жрецов, чтобы вы знали. Либо кого-то судят ни за что. Вот подкупили судью. И вот хотят человека... Послушайте, я уже объясняла об этом. Давайте одно и то же. За что, почему? Идите спросите у богов. За что, почему вы так делаете? Достали уже. Реально. Это вот эта баранья психология заколебала меня. Ну за что? Ну почему? Вот так вот, блин. Мироздание так создано, чтобы ты, делая зло, думал о своих детях, и чтобы твои предки об этом думали. Вот так вот. А если наказали, надо просить у сил, надо просить у посредников, чтобы они остановили эту казнь, это наказание, и дальше твои дети будут жить хорошо. Вот потому задолбали. Пока люди нарушают законы богов, ведьмы существуют здесь для того, чтобы это исправлять. А что, хорошо, если твой предок убивал людей, а вот твоя семья и твои дети будут хорошо жить и прекрасно себя чувствовать? Где справедливость? Мои предки сирот подбирали, твои предки, скажем, делали гадости, грабили людей. И ты, и я будем жить счастливо. Справедливость есть? Нет. Естественно, что ты будешь отвечать, а я нет. Нормально. Почему? Я ж не виновата. Никто тебя не спрашивает, виновата ты или нет. Закон вселенной такая. Кто-то берет в кредит, да, квартиру, работает на 3 работах, разрывается лет 5-6, отдает этот кредит. А кто-то ничего не отдает, ни копейки, и говорит, я не буду выходить, у меня маленькие дети, друг за другом рожает детей, чтобы ее не выгоняли. Банк, значит, год, 2, 3, 4, 5 просит, умоляет, объясняет, а нет, я не уйду. Почему? Где справедливость? Почему я должна отдавать этот кредит, работать и закрыть? А ты не должна отдавать, но к нам должно быть одинаковое отношение. Нормально? Так. Вот поэтому и сказано. Отвечайте за своих предков. Идите, снимите то, что они сделали, покайтесь за них. Делайте добро, чтобы ваши дети уже жили другой жизнью. А как? Никак не отвечать? Нормально так. И пусть делают, что хотят, а вот, ну, мы же не будем отвечать за них. О, как хорошо.
Нет, мы будем отвечать за них. Мы за них отвечаем, а наши дети отвечают за нас. Думай, что делаешь. А то придут некоторые, знаете, ой, я встречалась там с мужчиной, вот это самое, вот, честно говоря, звонила его жене, там угрожала, гадости говорила, у нее там сердечный приступ случился. А вот я сейчас так боюсь, мне вот она, наверное, что-то сделала, я помираю, помогите. Нормально. Ты влезла в постель к мужику, ты влезла в семью, ты начала разрушать, ты уничтожала эту женщину. Теперь пришла и говоришь, она плохая, помогите, я бедная, несчастная. Нет уж, получай, милочка, то, что делала, то и получай. Тебе же нравилось издеваться над человеком, а когда ты получила ответ, тебе это уже не нравится. За что? Почему? Ну я же ж бедная, несчастная. А ты когда делала это, ты думала о том, что ты боль причиняешь? Нет, тебе же было похеру. Ой, иди нахер, Лилия. Давай. Пошла вон отсюда. Задрали. Если ты не виновата, если твои предки не виноваты, ничего проклятия к вам не прилипнет. Проклинай сколько хочешь, хоть жопу рви. Если человек не виноват, ничего проклятия не прилипнет. Но если виноват, прилипнет еще как. И даст по башке. Закончили. Я, знаете, что заметила? Вот мои ролики или прямые эфиры о справедливости очень сильно не нравятся как раз вот таким вот гадким сучкам, которые в своей жизни это сделали. Вот когда ты говоришь, да, например, снятие порчи с ответом, вернуть ответ, а не сразу, ой, как вы можете, а вдруг там дети заболеют, а зачем вы так делаете, а вдруг там плохо станет человеку. Вот все сучки себя сразу же вот моментально узнают и начинают говорить, как не стыдно, там же невинные дети, вот эти, вот на ворой шапка горит. Вот если они виноваты, я скажу, да хоть снимай порчу сколько хочешь. Вот сколько хочешь, говори, это Хосроева на меня порчу сделала, я пойду сниму, пускай у нее там вся семья там что-то сделается. Я скажу, да снимай хоть, блин, до усрачки. Если я тебе не делала этого, мне без разницы, куда она пойдет. Но если я делала, конечно, я буду возмущаться. Я скажу, как так? Как вам не стыдно? А у меня же семья, невинные люди. Как же вы можете? А что ты возмущаешься, если ты не виноватая? Нормально, давайте я буду делать гадости людям, а вы мне не возвращайте. Знаете, такое говорят, надо уметь прощать. Нет, блядь, надо не делать гадости, чтобы потом не просить, чтобы прощали. Сначала сделают говно человеку, а потом надо прощать. Знаете, что самое смешное, когда палач учит жертву милосердию? Как же так можно, лицемерные твари, которые никому кусок хлеба не дадут, всех учат. Как надо прощать и как надо делать. Сами делают говно, а потом надо прощать наше говно. Ага, сейчас. Побежали прощать вас. Не надо прощать никого. Надо долбить по морде так, чтобы челюсть проглотили. Вот тогда уже к тебе никто не подойдет. И все сильные личности остались в истории. Всякая размазня, бедная, несчастная, прощающая, так и умерла. Хрен знает, где лежит. А те, кто не прощал, их имена остались в истории. Сейчас прямо прощаю, бегу. Все, начали, товарищи. Значит так. Я здесь сейчас не поставила, я потом на алтарь поставлю. Значит, вам статуя Фемиды не нужна. Но первую ночь проводите, зажигайте благовоние. Вторую ночь зажигайте благовоние, ставите вино. Точно так же и третью ночь. Всю ночь остается вино, утром выливать. Значит так, благовоние, черный алтарь, свечи для освещения. Садитесь, расслабляйтесь, снимайте все украшения, ничего не дал, даже там все что угодно, все снимите, чтобы ваша вся энергетика была свободна. Распускайте волосы, желательно даже босиком, прям сидеть вот так. Должна быть ночь, неважно когда.
во сколько, ну, ночь, сумерки, добрый вечер. И читайте. Читать нужно 4 раза, как все 4 стороны света. После этого это все оставляйте, благовоние, значит, здесь тлеет. На следующую ночь вино и благовоние. Третью ночь вино и благовоние на утро выливайте. Благодарю, но про Господа не будем. И про Фемиду, и про Господа не надо все перемешивать. Как в том фильме, да, перемешались люди-кони. Теперь вино лучше полусладкое, красное и хорошее вино. 4 ночи кряду прочитали, и все. Ничего не нужно никуда уносить. Вы просите о справедливости. Вы просите о справедливости, а за справедливость не платят. За справедливость только благодарят и уважают эту справедливость. Поэтому в этом ритуале вам, да, можно домашнее, вам ничего относить никуда не нужно. Причем здесь ключ в анант и это? Причем здесь это? Одно к другому не имеет значения. Это совершенно разные силы, к которым обращаетесь. Но если проведете Фемиде, в этот день не делайте другие ритуалы. Никакие. Еще раз вас предупреждаю, это очень сильный ритуал, очень. Подумайте много раз и обращайтесь к ней очень редко, когда уже другого выхода нет, и вы не можете уже справиться. За каждой ерундой не обращайтесь. Следующее. Помните, она богиня справедливости. Вы ее не обманете. Добрый вечер. Да, все снимать, все, что есть. Вы ее не обманете. Если вы хоть в чем-то не уверены или не хотите до конца наказать человека, вы любите этого человека, и вот не хотелось бы делать ему действительно очень больно, вы ее не обманете. Поэтому делайте тогда, когда считаете, что вы во всем правы. Вот вас обидели, вот написали вам грязный смс, очень болючий смс когда-нибудь, и вы очень хотите за это смс прям отомстить. Вот прям это смс вот включайте, положите на алтарь и начните читать. Чтобы она видела, за что. Да, блядь, не под дерево выливать, просто вылить, а! Чтобы она видела, за что вы хотите мести. Или в голове держите это, или в конце говорите: помоги, пожалуйста, в этой ситуации, если уж четко не можете в голове держать. Ой. Начали. Чего? Нет, на работе нельзя. Только дома, в личном пространстве. Ни на какой работе нельзя. Боги вам не цыгане, кочевать туда-сюда. На работе можно проводить только на удачу, если она зависит, ваша работа, от удачи, продажи и так далее. Старайтесь, чтобы вся эта энергия в одном месте собиралась. Это уважение к силам. Итак, начали. Ой. И в конце есть на латинском текст, древний текст обращения к Фемиде за новой жизнью. Просьба отсечь старую жизнь, посчитать наказание завершенным и дать новую жизнь. Добрый день. Предупреждаю, это очень только для себя, Светлана, больше ни для кого. Вы не ведьмы, не колдуны за кого-то проводить. Обращайтесь к ней очень редко. Результат будет очень быстрый, очень сильный и даже вас напугает. И знайте, что если эта богиня вас защитила хотя бы один раз, вы можете уже спокойно жить на этом свете. В любой
такой вот момент брать и обращаться к ней, если вы не виноваты. Все, начинаем. О великая Фемида Юстиция, ты держишь в руках весы мировой справедливости. Ты даруешь и отнимаешь, ты награждаешь и караешь, ты благословляешь и ты проклинаешь. О мировая справедливость, я прошу твоей защиты, ибо я вправе просить об этом, ибо я болью и муками заплатила за все свои ошибки. Я прошу тебя, Матерь Юстиция, посчитай мои слезы, и их окажется намного больше, чем все мои ошибки. А значит, я заплатила с лихвой и имею право на спасение от боли. О справедливая Матерь и Матерь справедливости, посчитай мое наказание завершенным. Я понесла свое наказание, откупилась и освободилась. Deam magnam, egume mater, subsisto mea, doloribus, consumavi, loreme, poena, presentimi, vitam navam, tibi gloria, eterne, deam justitia. О великая Фемида Юстиция, ты держишь в руках весы мировой справедливости. Ты даруешь и отнимаешь, ты награждаешь и караешь, ты благословляешь и ты проклинаешь. О мировая справедливость, я прошу твоей защиты, ибо я вправе просить об этом, ибо я болью и муками заплатила за все свои ошибки. Я прошу тебя, Матерь Юстиция, посчитай мои слезы, и их окажется намного больше, чем все мои ошибки. А значит, я заплатила с лихвой и имею право на спасение от боли. О справедливая Матерь и Матерь справедливости, посчитай мое наказание завершенным. Я понесла свое наказание, откупилась и освободилась. Deam magnam, egume mater, subsisto mea, doloribus, consumavi, loreme poena, presenti mi, vitam navam, tibi gloria eterna, deam justitia. О великая Фемида Юстиция, ты держишь в руках весы мировой справедливости. Ты даруешь и отнимаешь, ты награждаешь и караешь, ты благословляешь и ты проклинаешь. О мировая справедливость, я прошу твоей защиты, ибо я вправе просить об этом. Ибо я болью и муками заплатила за все свои ошибки. Я прошу тебя, Матерь Юстиция, посчитай мои слезы. И их окажется намного больше, чем все мои ошибки. А значит, я заплатила с лихвой и имею право на спасение от боли. О справедливая Матери, Матерь справедливости, посчитай мое наказание завершенным. Я понесла свое наказание, откупилась и освободилась. Deam magnam, egume mater, subsisto mea, doloribus, consumavi, loreme poena, presenti mii, vitam navam, tibi gloria eterna, deam justitia. О великая Фемида Юстиция, ты держишь в руках весы мировой справедливости. Ты даруешь и отнимаешь, ты награждаешь и караешь, ты благословляешь и ты проклинаешь.
О мировая справедливость, я прошу твоей защиты, ибо я вправе просить об этом, ибо я болью и муками заплатила за все свои ошибки. Я прошу тебя, Матерь Юстиция, посчитай мои слезы. Их окажется намного больше, чем все мои ошибки. А значит, я заплатила с лихвой и имею право на спасение от боли. О справедливая Матерь и Матерь справедливости, посчитай мое наказание завершенным. Я понесла свое наказание, откупилась и освободилась. Deam, magnam, egume mater, subsisto mea, doloribus, consumavi, loreme poena, presenti mi vitam navam, tibi gloria, eterna, deam justitia. Все, кого ни за что оскорбляют, все, кого преследуют, все, кто не может вылезти из трудности, все, кто устал, все, кто хочет справедливости, все, кого судят ни за что, все, кто сидит ни за что. Проведите, и вы сами увидите, как двери начнут открываться перед вами. Потому что если сама Матерь Юстиция решит, что вы уже достойны освобождения, а она справедлива, она не мучает и не издевается над человеком, а всего лишь заставляет тебя платить за твои глупости, и если ты уже с лихвой заплатила, освобождает тебя, и если она посчитает нужным, а она посчитает нужным, если вы невиновны, и вот тогда вы увидите, что будет случаться с теми, кто вас ни за что оскорбляет. Посчитайте, что вы сидите в зале суда, и справедливый судья вынес приговор в вашу пользу. Всем удачи!